Следующий этап, ну, который я бы посоветовал, это расширение диапазона возможностей, вот, например, этого элемента или комплекса этих элементов, или той техники, которую вы на сегодняшний день, допустим, прорабатываете. Как это расширение, чем оно достигается? Да? Вы отрабатываете то же самое, но как это сказать, по разным сторонам. Если, допустим, до этого вы работали, ну, там, я не знаю, там, допустим, тансал, допустим, вы отрабатывали там вперед, да, теперь вы раз развернулись там в сторону, в одну, раз развернулись в другую, с атакой, с защитой, там, еще с чем-то, да, вы вот это вот прорабатываете, в том числе в сторону своей спины, да, не сходя с места, я имею в виду, старайтесь. Почему? Ребята, это важный навык. И это то, что я советую в том числе и в клубах делать, безусловно, и если у вас есть какие-то соратники, с которыми вместе вы проводите тренировки, вот, то тоже это рекомендую делать именно таким образом. Когда у вас стопы прилипают к полу, например, да, вы не можете двигаться, например, никуда, вот, и отрабатываете одни и те же элементы или техники целиком уже, да, то есть связки элементов одновременных, отрабатываете по 4, а еще лучше по 8 сторонам. При этом ваш партнер, он имеет право ходить вокруг вас, атаковать вас, да, вы должны отработать всю эту технику целиком с защитой, с атакой там, и так далее. Вот, вот такой вот вариант, например, вы отрабатываете. Следующий момент, когда вы уже имеете право сходить со стоп, в смысле перемещать одну стопу, и вы отрабатываете тоже по 8 сторонам один и тот же элемент или одну и ту же технику. Вот. И когда вы отрабатываете, ну там понятно, что фронтально вы отрабатываете так же, как и перед этим работали, когда там полуфронтальные, какие-то анфасные вот эти вот направления, тоже проблемы нет. Когда там влево-вправо уже возникает некая проблема, потому что нужно шагнуть или в эту сторону, или от этой стороны, или еще как-то, да, и это вас учит, наконец, правильно работать с непредсказуемыми ситуациями, правильно работать с несколькими противниками, да, когда вы вот, условно говоря, одно пространство только наблюдали, а тут оказывается, что противник там, допустим, с одного из флангов. И то же самое у нас происходит, когда противники у нас оказываются за спиной, да. Такая же история. Поэтому вот отрабатываем этот элемент или эту всю технику по всем 8 сторонам. Очень советую тоже. И по сути вот этот вот этап, он уже предваряет следующий этап. Этап свободной работы, того, что называется боем с тенью. Да? Когда вы работаете по всем сторонам свободно. Вот это вот следующий этап свободной работы по всем сторонам, боя с тенью, он тоже очень важен. Он должен включать в себя тот элемент, если вы начинающий, или ту технику, если вы продолжающий, да, которую вы до этого отрабатывали. Вы работаете по всем сторонам при помощи всего арсенала, который вы уже к этому моменту освоили, в том числе вплетая в этот арсенал ту технику или тот элемент, на котором вы работали в начале тренировки. Да. Таким образом мы видим, что элемент или какая-то техника все лучше и лучше воспринимаются вами, и вы идете от простого к сложному, от простого повторения к уже такому достаточно достойному применению, да, прикладному. Вот таким образом это действительно постепенно усваивается в качестве двигательных программ вашим телом и в качестве правильных посылов вашим сознанием, да. Вот такая ситуация. То есть, ребят, еще раз я напомню, вы бойцы, вы не единоборцы, у вас не будет один только противник всегда и только перед вами, да. Вот, поэтому работать надо в 8 раз лучше, в 8 раз больше, чем единоборец. Вы должны четко ориентироваться на 8 сторон, которые вас окружают, да, не в одну сторону работать уметь. Вот такая ситуация. Следующий этап, связанный с вашими самостоятельными тренировками. Причем, да, кстати, ребята, извините, еще немножечко откачусь назад к предыдущему. Смотрите, многие начинающие, да, берутся за дело вроде с таким энтузиазмом, вроде кажется, ну вот все, у меня все инструменты есть, только надо делать что-то, да. И вот они начинают делать и разочаровываются. Почему разочаровываются? Ну потому что вот это вот повторение одного и того же, ну, кажется, что сложно. Хочется чего-то волшебного. 2 раза повторил, и ты уже офигенный боец. Вот с этим сталкиваются. Да? Вот для того, чтобы не было это рутиной, для того, чтобы это не было сложностью такой, вот, чтобы это делалось все из-под палки. Потому что когда вы заставляете себя, это значит, что дело, которым вы занимаетесь, нелюбимое вами. Если оно нелюбимое вами, рано или поздно вы его оставите, правда? Поэтому
Мне кажется, надо любить то, чем вы занимаетесь. И поэтому, когда у вас возникает, если и когда у вас возникает ощущение того, что все это рутинно, что-то вот одно и то же повторять, это так утомительно, и это даже скучно там и так далее. Ну, если вам так кажется, ну, разнообразьте это. Вот разнообразьте это вот таким образом, как вот я вам предложил, да, на 8 сторон поработайте. Постарайтесь четко себе представить. Да, действительно, мы работаем в том числе и с четким представлением того, с чем мы потом столкнемся. А столкнемся мы именно с тем, что мы себе хорошо представляем. Мы хорошо себе представляем тело нашего противника. Он может быть выше, ниже, он может быть там шире, уже, тяжелее, легче, но это все равно человек. У него такие же руки и ноги, такая же голова, тело там, и так далее. То есть в этом смысле проблемы нет никакой. Представляете себе этого человека по отношению к вам стоящего таким образом или таким образом. Потом представьте его там с другой стороны, представьте его за спиной, там, например. И это будет достаточно большое разнообразие. Мало того, я уже обращал внимание на то, что у новичков даже иногда мозг слегка ломается на этом, как только они начинают так работать. Реально там очень много приходится прорабатывать и с точки зрения своего сознания, и с точки зрения своих двигательных программ. Потому что тут же у новичков возникает ощущение, что ой, нет, а я так не могу сделать, потому что у него здесь вот рука. И это прекрасно. Вот как только вы начинаете понимать, что вы можете и чего вы не можете, что вам помешает это в реальности сделать и что не помешает, да, вы начинаете действительно по-настоящему шагать уже по пути боевых искусств. Это и есть одна из самых хороших тренировок, и, как видите, она связана не только с вашим телом, но и с вашим сознанием, и скорее даже с объединением вот этих вот двух ресурсов, да, вашего тела, работы вашего тела и работы вашего сознания. Так, секундочку. Так, Зыков пишет, без медитации, мне кажется, вообще не вариант повторять каждый день. Если нет свежего взгляда, тяжко. Да-да, согласен совершенно. Вот. Теперь следующая проблема, с которой могут столкнуться новички тоже, это не только вот эта вот рутинность процессов, и не только там вот это вот повторять надо там и так далее. Мы уже с вами более-менее вот сейчас обсудили, как это можно разнообразить, как это можно сделать более стимулирующим, мотивирующим этот процесс, да. Следующая проблема – это проблема, связанная с вот этим вот представлением, да, о том, с чем вам придется столкнуться. Если вы работаете один какой-то элемент, отрабатываете, да, или для продолжающих какую-то технику вы отрабатываете, да, ну, представить себе партнера там, или противника одного там, ну, или двух, там еще более-менее можно, да. Когда вы начинаете свободную работу, свободный бой, вот тут вот многие срезаются, и причем даже продолжающие ребята, которые бой с тенью не практиковали как следует, да, даже они порой срезаются, и здесь возникают проблемы какого рода? Такого, что тело ваше все время опережает ваше сознание, да. Это тоже я наблюдал у новичков и у некоторых продолжающих. Телом вы готовы выбрасывать какие-то удары куда угодно хаотично, а сознание опаздывает. Оно не понимает, почему оно отдает такие приказания. Оно отдает такие приказания, потому что просто надо что-то делать. А что делать, оно еще не представляет. Поэтому хаос возникает. Полный хаос. Смотришь так со стороны и думаешь, Господи, и ты думаешь, что при помощи вот этих вот того, что ты делаешь, ты справишься хоть с одним каким-то противником, даже начинающим. Ну, вряд ли. Вот, начинать надо как раз с сознания. Ребят, не торопитесь. Вы уже вот проработали то, о чем мы говорили. Вам остался последний шаг, вот этот вот бой с тенью. Когда вы свободно работаете и вплетаете в эту свободную работу какой-то элемент или какую-то технику, которую вы старались осваивать или отшлифовывать на вот этой вот вашей тренировке, да, самостоятельно. И остановитесь в какой-то момент. Еще раз. Представьте себе, вот здесь противник стоит, вот здесь он стоит, еще один стоит здесь, еще там за спиной стоит. Этот вот так стоит. Пока стоит, ребят, он ничего не делает. И вы тоже стоите, ничего не делаете. И этот вот так стоит, этот вот так стоит. Вот все, оценили вы эту ситуацию, вы ее создали, смоделировали. Пусть даже внутри собственного сознания, потому что вы будете работать, у вас же нет сейчас реальных партнеров, значит, будете работать, да, вот с такими эмуляторами. Значит, хорошо себе это все представили. Ну и понятно, что, наверное, если у вас опыта еще немного, работы со множеством противников, наверное, вам придется выбрать одного из них и симулировать его атаку в вашу сторону. И именно так я советую начинать. Не надо пытаться самому
выбирать себе жертву среди людей, которые вас окружают, да, потому что и в реальной ситуации, если вы будете так поступать, а вы будете поступать именно так, как вы отрабатывали, не как-то еще, потому что вы знаете только такую модель поведения. Так вот, если ваша модель поведения выбирать жертву и бить первым, знаете, как вот многие советуют, это советуют те, кто в себе не уверен в своих двигательных программах и в своих боевых навыках. Вот. А если вы со временем вы увидите, что ситуация развивается всегда по-другому. Если вы попытаетесь атаковать кого-то из группы, которая вас окружает, группа вас тоже будет атаковать, ну и, в общем-то, это будет не совсем предсказуемо для вас. Вот. Другая ситуация. Вам надо симулировать такую ситуацию, при которой кто-то из них начинает атаку. Причем медленно симулируйте это. Да? Вот летит там рука или летит нога, медленно, в замедленном каком-то, я не знаю, как в кинофильме, как замедленные съемки какие-то. Да? Вылетела рука. В это время представьте себе, что с другой стороны еще одна вылетела. С другой стороны еще одна нога вылетела. Вот когда это все медленно-медленно летит в вас, что вы будете делать? Будете хаотично раскидывать свои руки и ноги? Ну попробуйте. Решите вы так проблему? Нет. Так же, как и в реальной ситуации. Хаос никакой вам не поможет. Вот здесь вы включаете именно свое сознание. И начинаете думать, что летит-то это все вот конкретно вот в эту область пространства, которую вы сейчас себе представляете. Следовательно, если вам удастся хоть немножечко сместиться, да, из этого положения, значит, наверное, большинство этих атак вам уже не грозит в течение вот этого короткого времени, долечки секунды уже не грозит. Видите, первое, с чего вы должны начать, это с шага. И с выбора места, куда вы шагнете. Вот это первое, что у вас должно возникнуть в голове, если вы еще не знакомы с боем с тенью. Вот. Второе, что у вас должно возникнуть в голове, значит, от чего вы уходите в этот момент, слегка смещаясь, да, и от чего не уходите. От того, от чего вы не уходите, с тем вы должны взаимодействовать сразу, во время своего шага. Там должны быть ваши уже защитные действия, может быть и защитно-атакующего характера. Да? Вот это и есть первый шаг к такому решению. Потом вы снова эмулируете. Вот вы выполнили это действие, остановились, все тоже зависло вокруг вас. Да? Будем считать, что тоже это стоп-кадр какой-то в вашей жизни. И эмулируйте снова это действие. Вы же смогли только одного, наверное, проатаковать, ну, скорее всего, по первоначалу. И защититься, скорее всего, от одного какого-то действия. Остальные там, ну, условно вас не повредили. Снова эмулируйте эту ситуацию, но из того положения, в котором вы в итоге оказались. Потом снова ее эмулируйте и так далее. И всегда только из того положения, в котором вы оказались. То есть буквально, если там, ну, допустим, у вас там одна рука была на защите, нога была на шаге, другая рука у вас была там на атаке, например, да, вы выполнили какие-то там действия, вот, и остановились вот в таком положении, зависаете и думайте дальше, что будет. Вот так только вы постепенно, шаг за шагом приблизитесь к тому, что называется боем с тенью, и к тому, что, как мне кажется, является очень хорошим подспорьем для тех, кто тренируется самостоятельно или проводит какую-то хотя бы тренировку вне клуба своего и так далее. Вот, а тренироваться отдельно и вне клуба обязательно нужно, ребят, тоже практиковать самостоятельно нужно, стараться тоже, в том числе. Это для лучшего осознания, для лучшего понимания вот этих вот реалий боевых. Вот такая ситуация. Ну и, естественно, после всего вот этого некоторые начинающие перегружаются страшно, как я уже говорил, что там мозг ломается буквально. Но это, ребят, на протяжении там 1-2 тренировок. Ребят, не отступайте. Если мозг сильно сломан, ну ничего, отдохнете вы. Ну, господи, у вас до следующей тренировки еще целый день, сутки целые. Ну ничего, встанет у вас там все в нужное положение, в какое-то все придет, все будет хорошо. На второй день вы будете с этим справляться немножечко легче, на третий еще легче. А потом придет, наконец, понимание того, как это все работает, и как, оказывается, легко не затормаживать вот этот вот процесс боя с тенью, а как вы будете это выполнять буквально в процессе, хорошо себе представляя, как могут работать в это время ваши противники. А работать они будут точно так же, как ваши противники, ваши оппоненты, когда вы в спарринге участвуете. То есть спарринговый опыт накопленный, естественно, вам очень помогает в работе вот в этой в бой с тенью, а бой с тенью помогает в итоге вашей спарринговой работе. Вот такая ситуация, поэтому эти две модели надо стараться между собой сочетать. Одна поддерживает другую.